Если ваши отношения с мужем похожи на драму, постоянно что-то происходит, вы как на эмоциональных качелях. Если ругаетесь, то кажется, что все, брак рушится, о, что мне делать, наверное, нам надо разводиться, как неудачно я выбрала мужчину. В этом видео расскажу, как же перестать так сильно драматизировать, как перестать чувствовать, что ужас, случилось что-то ужасное, когда в реальности, например, ваша подруга смотрит со стороны, да, слушает ваш рассказ о очередной ссоре, и вы видите по ее реакции, что, слушай, ну, вроде там не все так ужасно, как ты рассказываешь, а у вас по ощущениям прям ужас и кошмар. Я психолог Наталья Корнеева, а вы на канале про отношения. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны. Скажите, у вас так бывает, что вот вы поссорились с мужем, и головой понимаете, что в принципе реагировать так остро не нужно. Ну, сказал он там что-то или сделал, вроде не так уж это ужасно, а чувства, эмоции приходят катастрофические, как будто случилось что-то намного больше, чем случилось на самом деле. На самом деле это бывает в любых парах, которые не прошли семейную терапию, либо которые изначально не строят свои отношения близкими к идеальным. Такое бывает. И бывает такое, конечно же, если в детстве у вас был опыт жизни в семье, где отношения строили изначально в здоровой форме. Но редко кому из нас так везет, что получили из семьи в приданое, то получили. Дальше развиваемся сами. Я, в свою очередь, как психолог, расскажу вам, почему так бывает. Когда случается что-то, у вас психика воспринимает в этом событии, видит триггер. Триггер, который напоминает о каком-то прошлом негативном опыте, чрезмерной эмоциональной нагрузки. И тогда события, которые сегодня кажутся нам, на самом деле являются не такими ужасными, кажутся нам ужасными. И чувств приходит намного больше, чем события того требуют. А знаете, например, если вы очень сильно боитесь змей, и вот вы идете по дороге и видите, лежит что-то сдалека похожее на змею, и вы уже вздрагиваете, как будто там змея. Подходите и видите, что на самом деле это, например, кусок какого-то шланга или проволоки. Это не змея. А реакция была такая же. И вам все равно неприятно находиться с этим безобидным шлангом рядом. Вот что значит триггер. Соответственно, чтобы не драматизировать, нужно первый шаг – понять, что происходит. И объяснять это раз за разом себе, приучать свое сознание, свой мозг к тому, что вот прямо сейчас ничего ужасного не происходит. Но не ругать себя, не бороться с собой, понимать, относиться снисходительно к самой себе, что да, мои эмоции сейчас чрезмерны, потому что вот так устроена психика, что когда-то это было непереносимо. Почему непереносимо? Потому что когда мы в детстве маленькие, наша психика не может физически переварить столько же, сколько может переварить психика, а именно мозг взрослого человека. У ребенка физиологически еще не развиты некоторые отделы мозга, то есть куски мозга прям отсутствуют у маленького ребенка, они еще в процессе развития. И поэтому он не может также спокойно эмоционально воспринимать что-то, что физиологически может воспринимать спокойно взрослый. И поэтому детей могут травмировать те вещи, которые нам взрослым могут казаться не такими уж и серьезными. И если эта травма произошла, и вы не осознаете, что происходит, то в взрослом возрасте, например, в отношениях с вашим мужем, вы можете вот так вот продолжать по-детски реагировать слишком остро на что-то. Поэтому чем вы можете себе помочь? Либо успокаивать сами себя, давать себе время остыть, не действовать сгоряча, давать себе успокоиться, может быть, уединиться, переключиться. И когда чувства охладеют, а они всегда охладевают, если вы отходите от триггера, через 15-30 минут, максимум через час в вашем теле меняется гормональный состав крови. И вот когда вы остынете, пожалеть себя, уговорить себя, что все не так уж и страшно, а давай сейчас по-спокойному посмотрим, разложим по полочкам, а так ли на самом деле ужасно то, что он сделал. И тут уже включится ваша разумная часть. И вы и так понимаете-то разумом часто, что все не так уж и плохо. Но в этот момент, когда эмоции спадут, разумная часть будет больше вам доступна. Следующий шаг, что вы можете сделать. Было бы здорово, если вы могли с мужем пройти семейную, качественную психотерапию. Но начиная от того, что не все мужья согласны, далеко не все на это, заканчивая тем, что не так-то легко в русскоязычном пространстве найти качественную семейную психотерапию. Я вам сейчас ничего не рекламирую, потому что, как минимум, в данный момент записи видео я точно не работаю с парами,
Я работаю с людьми только индивидуально. Поэтому это мой вам искренний совет от души. Я сама со своим мужем когда-то проходила. И если психотерапия семейная качественная, то это вообще здоровская штука. Ну и третий шаг, самый простой, который вы можете сделать. Посмотрите мое видео про 19 самых частых ошибок в отношениях. Я собрала их, вот так систематизировала, все в одном месте. Просто ссылка есть под этим видео, зарегистрируйтесь, это бесплатно. Оставите почту, получите доступ к первой ступени моих курсов про отношения. Пока еще это бесплатно доступно. Узнаете про эти ошибки. Распознаете, что конкретно вы в отношениях делаете неправильно, что делает ваш муж неправильно. Сможете перестать делать эти ошибки, сможете поговорить с ним и показать ему, что он делает неправильно. И, возможно, он к вам прислушается, если вы будете разговаривать не на эмоциях, без обвинений, спокойно. И от этого только ваши отношения уже могут существенно улучшиться. Поэтому не упустите эту возможность, забирайте ссылку в описании к этому видео.